Сегодня приготовим тот самый щавелевый суп, который получается настолько вкусным, что его хочется есть всю весну напролет. Беру кастрюлю объемом 2 литра. В нее кладу один крупный куриный окорочок и заливаю его холодной водой. Ставлю на огонь и терпеливо жду момента закипания. Даю мясу активно прокипеть буквально 2 или 3 минуты, после чего полностью сливаю первую воду. Затем тщательно промываю кастрюлю и само мясо. Заливаю чистую холодную воду и снова ставлю на огонь. Курица из магазина, не домашняя. И важно, чтобы все лишнее ушло вместе с первым бульоном. К тому же суп получится более легким для тех, кто сейчас на диете. Пока наша мясная основа закипает во второй раз, мы с вами не будем терять время и займемся подготовкой овощей для зажарки. Беру одну среднюю репчатую луковицу и начинаю нарезать ее помельче. На сковородку наливаю немного растительного масла и отправляю туда лук обжариваться до приятного золотистого цвета. В это время беру морковь и натираю ее на мелкой терке. Когда лук начал слегка румяниться, добавляю к нему морковь. Убавляю огонь до среднего и оставляю овощи томиться несколько минут, помешивая. Добавляю буквально щепотку соли. Это нужно для того, чтобы мясо напиталось вкусом изнутри уже на этапе варки. Теперь переходим к картофелю. Наш объем 2 литра. Мне вполне достаточно 2 штук среднего размера. Одну картофельную очищаю и кладу в кастрюлю курицы целиком, не разрезая. Накрываю кастрюлю крышкой и оставляю вариться до мягкости этой целой картофелины. Вторую картофелину в это время нарезаю обычным привычным кубиком. При повторном закипании бульона в кастрюле может снова появиться легкая пенка. Я ее аккуратно снимаю. Когда курица в кастрюле сварилась, аккуратно достаю ее и перекладываю на тарелку, чтобы она немного остыла. А в кипящий бульон в это время засыпаю нарезанный кубиком картофель. Пусть варится до готовности. А мы тем временем возвращаемся к нашей ароматной зажарке на сковороде. Овощи уже стали мягкими, и теперь я добавляю к ним пару столовых ложек сметаны. Достаю из кастрюли ту самую целую картофельную, которая уже стала совсем мягкой, и перекладываю ее прямо в сковородку к овощам и сметане. Беру обычную толкушку и начинаю разминать картофель в однородное пюре прямо в сковороде. Чтобы масса не была слишком густой, подливаю туда воду, или можете взять бульон из кастрюли. Добавляю сюда немного свежемолотого черного перца и еще чуть-чуть соли. Этот прием с размятой картошкой добавляет супу густоты, без муки. Пассеровка немного прокипит, и убираю ее в сторону. А пока займемся остывшей курицей. Аккуратно отделяю мясо от кости, убираю шкурку, она нам в супе не нужна, и нарезаю мякоть небольшими кусочками. К этому времени картофель, нарезанный кубиком в кастрюле, уже почти готов. Возвращаю нарезанную курицу обратно в бульон и следом за ней отправляю нашу густую золотистую зажарку со сметаной и картофелем. Перевожу огонь на самый минимум. Сегодня у меня на столе вот такой набор зелени. Подготовила свежую черемшу, сочный зеленый лук и, конечно же, молодой щавель. Именно сочетание щавелевой кислинки и чесночного аромата черемши делает этот зеленый борщ просто незабываемым. Кстати, а какую зелень вы обычно предпочитаете добавлять в такой весенний суп? Может быть, кто-то любит добавлять крапиву или шпинат, стебли чеснока? Поделитесь своими находками в комментариях под видео. Думаю, другим зрителям тоже будет интересно почитать проверенные годами и рабочие сочетания. Нарезаю всю нашу чистую зелень и отправляю в кастрюлю. Посмотрите в описании под видео полный список продуктов и сохраните этот рецепт в своей закладке, чтобы вернуться к нему в самый разгар зелени.
Вместе с зеленью в суп идут 3 заранее отварных вкрутую куриных яйца, которые я также нарезаю кубиком. Яйца придают блюду насыщенность и завершенность. Попробуйте на вкус. Добавьте, что вам нравится. А если щавель попался не слишком кислым, добавьте лимонный сок или немного лимонной кислоты или каплю яблочного уксуса. Теперь даю нашему супу хорошо прокипеть буквально 3-5 минут, чтобы все ингредиенты познакомились друг с другом и обменялись ароматами. Выключаю огонь и даю настояться под крышкой еще минут 5-7. Такой обед или ужин – это настоящее объедение, которое можно готовить хоть каждый день. Спасибо вам огромное за ваши теплые слова в комментариях. Приятного аппетита!